Среди сверкающей сцены и танцующих огней наступил момент, заставивший мир замолчать. Тот вечер был не просто концертом, это была встреча двух душ, преодолевших время, эмоции и тоску. Джин и Тэхён стояли бок о бок, позволяя своим эмоциям говорить громче слов. Посреди аплодисментов и слез родилась история о дружбе, тепле и вечной любви. Под мерцающим светом сценических огней и мягким звоном фортепиано Джин открыл вечер эмоциональным бисом, исполнив проникновенную песню «I Will Come to You», на этот раз с Тэхёном. Его чистый голос слился с мягкими гармониями, создавая теплую и тоскливую атмосферу. Каждая нота была словно объятие для фанатов, которые так долго ждали этого момента. Но за великолепной сценой скрывалась более глубокая история. Тэхён с его спокойствием и пленительным обаянием казался не просто звездой, а настоящей душой. В его глазах читалась тоска, честность, которую трудно было скрыть. Когда Джин исполнил «The Truth Untold», атмосфера замерла, два голоса, казалось, рассказывали историю о путешествии, потерях и вечной любви. За кулисами слезы Тэхёна лились беззвучно. Он плакал не от слабости, а от безмерной любви к поклонникам и коллегам. Увидев это, Джин нежно обнял его, два сердца, которые понимали друг друга без слов. На сцене Тэхён снова стоял во весь рост. С красным микрофоном в руке он пел так, словно весь мир остановился, чтобы услышать его. Каждый взгляд, каждая улыбка выражали одновременно силу и нежность. Многие говорили, что его лицо, казалось, контролировало всю экономику, но в тот вечер стало ясно одно – он контролировал сердце всех присутствующих. Никто не выступал так, как он. Никто не олицетворял сцену так, как он. Каждым вздохом, каждой пролитой слезой Тэхён доказывал, что истинное искусство рождается из честности и любви. Когда свет на сцене медленно погас, оставив лишь танцующее в воздухе фиолетовое сияние, они стояли бок о бок. Джин с безмятежной улыбкой и Тэхён со все еще влажными глазами смотрели на море ликующих и рыдающих фанатов. Тот вечер был не просто бисом, это была встреча благодарности, любви и невысказанных прощаний. Тэхён на мгновение опустил голову, скрывая переполняющие его эмоции. Но Джин похлопал его по плечу, словно безмолвно говоря: «Все в порядке, я здесь». И в этот момент тысячи зрителей осознали, они стали свидетелями не просто выступления, а дружбы, мужества и искренней любви между двумя душами, которые столько пережили вместе. Голос Джина снова раздался, мягкий, но сильный. Тэхён последовал за ним, его голос был хриплым, но прекрасным, каждая нота была словно молитва, посланная миру. Песня была не просто музыкой, она напоминала о том, что даже в тишине и слезах есть силы продолжать. А когда на большом экране появилось лицо Тэхёна, все еще блестящее от слез, мир словно замер на мгновение. Многие говорили, Тэхён слишком нежен для этого мира. Но этот вечер доказал, что именно благодаря своей нежности он был так силен. Он пел для всех разбитых сердец, включая его собственное. Тем временем Джин, с присущей ему грацией, завершил шоу трогательной улыбкой не как суперзвезда, а как брат, защитник и друг, понимающий каждое биение сердца Тэхёна. Когда они поклонились в прощальной тишине, аплодисменты разразились волной. Нет слов, чтобы описать этот момент, только чувство, которое запомнится навсегда. Этот вечер на бис стал доказательством, что за каждой песней стоит история, а за каждым выступлением искренне трепещущее сердце. И среди всех этих сияющих огней стояли Тэхён и Джин не просто айдолы, а два человека, олицетворяющие истинный смысл красоты, дружбы и любви. И когда финальная музыка медленно затихла, в воздухе остались лишь звуки ликующих возгласов и рыданий. Джин стоял у пианино, глядя на Тэхёна, который теперь смотрел на море поклонников. В этом взгляде были тысячи невысказанных слов, тоска, любовь и благодарность, которые невозможно выразить словами. Тэхён слегка улыбнулся, сдерживая слезы, готовые снова навернуться. Это была нежная улыбка, но полная смысла. Улыбка, которая словно говорила: «Я вернулся. Я скучал по тебе».
Джин подошел ближе, и они встали рядом в центре сцены, два разных света, но в то же время гармонично дополняющих друг друга. Фиолетовый свет наполнил комнату, превращая каждую слезинку в прекрасное мерцание. Фанаты выкрикивали их имена, создавая эхо, которое никогда не затихнет. В тот вечер мир, казалось, остановился лишь для того, чтобы стать свидетелем простого чуда двух искренних сердец. За величием концерта скрывалась трогательная человеческая история. О Джине, который всегда заботился о них и поддерживал их. О Тэхёне, который проявил самую мягкую сторону мужества. И о любви, которая связывала их с миллионами душ, без слов, без обещаний, просто чувства. Когда свет наконец погас, и сцена погрузилась во тьму, что-то повисло в воздухе. Не просто воспоминание, но молитва о том, чтобы Тэхён и Джин продолжали идти своим путем, сияя никогда не померкнувшим светом. Потому что тот вечер был не концом, а началом новой главы, где они вернулись на любимую сцену. И мир снова влюбился. Даже после того, как сцена полностью погрузилась во тьму, зрители продолжали стоять. Никто не хотел уходить. Воздух был тяжелым, словно каждый вздох хранил воспоминания о только что произошедшем. В углу сцены Тэхён опустил взгляд, коснулся груди и улыбнулся, легкой улыбкой, рожденной благодарностью и облегчением. Джин на мгновение задержал на нем взгляд, а затем нежно похлопал по плечу, словно старший брат, знающий, что его младший брат только что пережил долгую бурю. За блеском и аплодисментами скрывалась более тихая история. О двух душах, которые шли молча, но в тот вечер стали сильнее друг друга. Им не нужны были слова, чтобы понять друг друга. Взгляда было достаточно. Легкая улыбка говорила все. На большом экране появилось лицо Тэхёна, его глаза, все еще влажные от слез, теперь отражали фиолетовый свет моря AR-MY-бомб, окружавших арену. И в этот момент все поняли, это был не просто концерт. Это была встреча боли и исцеления, утраты и все возрастающей любви. Джин склонил голову в прощальном приветствии, и рядом с ним Тэхён тоже склонил голову, оба улыбались, а затем медленно направились за кулисы. Каждый их шаг оставлял за собой шлейф эмоций, которые трудно описать. Не грусть, не счастье, а нечто среднее, нечто, что может почувствовать только по-настоящему любящее сердце. И когда двери за кулисы закрылись, ликование все еще раздавалось. Их имена повторялись снова и снова, словно мантра, которая не прекращалась. В тот вечер мир осознал, что никакое расстояние не может разделить любовь между артистом и теми, кто его любит. Вечер, который запомнится не своим великолепием, а честностью, исходившей от двух людей, не боявшихся показать свои самые уязвимые стороны. Джин и Тэхён вписали новую главу в историю, которая никогда не будет забыта. И в сердцах всех, кто был свидетелем этого, одна фраза все еще тихо отзывалась. Мы не просто слушали, как они поют, мы видели красоту двух душ, возвращающихся домой. А когда свет погас, осталась лишь тишина. Но в этой тишине все еще раздавалось эхо их голосов, мягкое, искреннее и незаменимое. Голос, который был не просто песней, а частью пути, голосом разбитого сердца, которое теперь училось примиряться. Тэхён посмотрел на ночное небо, прежде чем наконец уйти со сцены. В ту ночь звезды над головой, казалось, сияли ярче, словно они знали, что две звезды на земле только что зажгли надежды миллионов. И Джин, с безмятежностью, присущей только любящему человеку, в последний раз посмотрел на публику, словно говоря «спасибо за ожидание». Вечер не закончился ни музыкой, ни овациями. Он закончился теплым, необъяснимым чувством, от которого у меня сжалось сердце, на глаза навернулись слезы, но сердце наполнилось. Как будто мир на мгновение стал мягче просто потому, что они были там. Концерт, возможно, и закончился. Но красота, которую они оставили после себя, будет жить. В воспоминаниях, в песнях и в сердцах всех, кто его видел. Потому что эта история не о сцене, не о славе, а о мужестве двух людей показать, кто они есть на самом деле, со всей болью, любовью и искренностью, которые они в себе таят. И, может быть, когда-нибудь
Мы снова увидим их стоящими на одной сцене. Не как возвышенных идолов, а как две души, вернувшиеся, чтобы приветствовать мир с еще большим светом, чем когда-либо прежде. Потому что настоящая любовь никогда не угасает. Она лишь меняет форму в воспоминания, в песни. И та ночь стала вечной.